хороший удар. Это, конечно, не та рыба, за которой мы с Максимом сегодня охотимся. Но, тем не менее, друзья, сегодня первый день весны. Мы с Максимом Легаловым продолжаем рыбалку недалеко от Тюмени. И первая щучка дня. Вообще мы сегодня поставили задачу поймать крупную, но это будет разминка. Да, нормально. Конечно, не трофейная. Да, это уже размерчик более приятный. Ой, ребята, класс! Настоятельно продолжаю не соглашаться с Максимом по поводу цвета. И хоть какой-то результат, но есть. Виброхвостик Troublemaker, что переводится как создатель проблем. Естественно, проблем для хищника. Прям на падении поклевка. Что-то да. Покрупнее. Прям на падении клюнула. На выбросе на самом. Как сказал Александр, нужно укрупняться. Что мы и делаем. Тоже приманочка. Приманочка у меня нарвал. Troublemaker. 12 сантиметров. В кислотном цвете. Ох, как она его. Все-таки вот не хочешь экспериментировать. А я думаю, что... щук, да? Что на рабочий цвет и на рабочую приманку. Да, я думаю, что надо потестировать, какая у нее живучесть. Вот мы вчера целый день на ней ловили. Сегодня ловим. Порезов очень много, но она очень крепкая, еще, я думаю, прослужит. Но хотя не знаю, такие злые щуки, я думаю, могут ее и все-таки изрезать. Ох, какая активная щука. Ты меня? Или я тебя? Крупная. Приманка 16 сантиметров. Опа, дуплетик. У тебя 16 сантиметров. Да. И у меня 16. Командер Шат. Такие веселые дуплетики случаются тут. Щучка не смущается большого размера приманки. Сейчас мы поймали на 16-сантиметровые по длине. Сейчас поставлю более толстую, с высоким телом, может
именно это для более крупной щуки будет интересней. Она здесь точно есть, но вот как отсечь мелочь, пока мы не придумали. Бытует мнение, что в конце зимы и ранней весной, в период перед нерестом, щука избегает крупных и широких приманок с высоким телом. Связывают это с тем, что большая часть брюшной полости у ней забита икрой или молоками, и щуке тяжело проглотить приманку широкой конфигурации. Но вот практика ловли показывает, что это скорее заблуждение. Сейчас я поставлю 16-сантиметровый виброхвост. Как видно, вот он такой вот пропорции, с довольно высоким телом, при этом он довольно широкий. Конечно, я поставлю в надежде на крупную рыбу, но что-то подсказывает, что и щучки там в размером килограмм тоже будут его активно есть. Ну, а если они будут его очень активно есть, и это не отсечет мелочь, то попробую поставить еще что-то более крупное. В том числе, чтобы развеять миф, о котором я сейчас рассказал. Попробуем. Есть! Ну вот о чем я только что сказал. Щучка размером около килограмма, даже, наверное, это поменьше будет. Планировал съесть такой широкий по отношению к ее телу виброхвостик. В данном случае Commander Shad 16 сантиметров. Попробую поставить приманочку еще больше. Опа, нормальная. На 18 сантиметровую. Башкой трясет. Обожаю. Ну вот, ребята, щучка у нас пошла покрупнее. Мы перешли на 18-сантиметровые приманки уже. Это Firetail от Fox Rage. Видимо, да, щука это такая довольно нервная рыба. Но, видимо, я уж не знаю, что поменять, как увеличиться еще. Может, просто надо переловить всю мелочь? Как ты считаешь, Макс? Будем это делать. Давай их отпустим и займемся этим вопросом.
Друзья, недавно один мой товарищ был на Чукотке, и целью рыбалки там была поимка щуки весом от 10 до 20 килограмм. Мне аж страшно такие цифры говорить. Вот. Но сложность ее поимки заключалась в том, что очень много по местным меркам мелкой щуки в размере там, от 5 до 8 килограмм. И вот сложность поимки крупной заключается в том, что надо сначала в точке переловить очень много мелочи, чтобы добиться поклевки крупной. Так как мелочь просто одолевает, не дает проходу крупной. И вот у нас, похоже, с Максимом такая же ситуация, где мы ловим, точно есть крупная щука, но вот эти вот полторашки и двушки не дают просто ей клюнуть. Вообще, я просто в шоке, поражен, насколько классная рыбалка. Для меня это, наверное, лучшее открытие сезона. Я просто счастлив, друзья. Поклевки практически на каждом забросе. Чего еще можно пожелать спиннингисту? Только трофея. Поздравляю, Макс. Ну, у тебя, видимо, мастерство. Я просто местный, меня знает местная щука. И размерчик нормальный. Да, на косе, на песчаной отмели. Причем вот что интересно, хорошего размера, а стоит мелко. Зима. Класс, ребята. Отличная щучка. Килограмма 2,5. И клюнула она на глубине около 2 метров на песчаной косе. Мы обратили внимание то, что сегодня поклевки происходят мельче. Сделали акцент на это. И результат — это укрупнение. И все-таки опыт вчерашней рыбалки по цвету тоже помогает. Ну а вот эта щучка хорошая доставила массу положительных эмоций. Класс. Ну что, мы вот сместились на облов меньших глубин, порядка 2-3 метров. Это песчаные косы напротив таких, даже не ям, а русловых канав. И размерчик щуки стал увеличиваться. Это радует определенно. Уа! Ребята, класс! Эта дама уже под 3 килограмма. Здорово. Как она сопротивлялась, как летом. Супер. Вот они, красавицы. Кстати,
Ну, пока, наверное, это еще не система, но я решил попробовать твистер. И у меня сразу 2 заброса, 2 подряд самые крупные рыбы поездки. Не знаю, но меня это определенно вдохновляет. Ребята, кайф. Весеннее солнышко. Первый денек марта. И такая классная рыбалка. Макс, ну смотри, мы сегодня обратили внимание, что щука немножко мельче расположена, чем вчера. И сделали акцент на этом, сместившись на облов вообще вот таких песчаных кос напротив ям с глубиной буквально 2-3 метра, и результаты, ну, на мой взгляд, лучше, чем вчера. Еще вот что меня удивляет, и это интересно, то что здесь, в принципе, на этих ямах присутствуют коряги в глубоких их частях, вот под прижимным берегом, но облов их ничего не дал. И вот для рек средней полосы, допустим, это не характерная ситуация. То есть там обычно в холодный период года уж точно щука стоит в глухом коряжнике и крайне редко выходит оттуда вот на расположенные на противоположном берегу песчаные косы. Скажи, а вот для вашего региона это типичная ситуация, когда щука стоит на песке, на мели? Но для данной реки, на которой мы находимся, щука находится в своих классических местах. То есть это места с твердым грунтом и с очень слабым течением. В этих местах она проводит всю свою зиму, начиная с конца октября, перед самым ледоставом, и до момента поднятия воды. И она в этих местах очень сильно сконцентрирована, и размер рыбы здесь очень разный. Ну, то есть то, что она сегодня стоит на песке, это вообще нормально, и она гораздо реже бывает в корягах, нежели на песке. Да, в корягах она стоит только осенью, и перед тем, как перейти на зимовальные места, она очень активно питается в корягах именно. Да, друзья, ну вот очень для меня, скажем, такая необычная ситуация. У нас ловится щука на песке, на песчаных косах, но это бывает крайне редко и уж точно не системно. Тем вот интересно путешествие, пробы ловить рыбу, одну и ту же рыбу в разных регионах. Все-таки каждая река, каждая акватория имеет какие-то свои особенности, и чем больше таких рек мы заносим в свою копилку знаний, чем больше у нас опыта, тем легче ориентироваться на каких-то новых местах, новых реках. Ну а мы продолжим ловлю в надежде, как я уже говорил, поймать ту самую заветную крупную щуку. Я поймаю. Опа! День подходит к концу, и жаль признавать, друзья, но, видимо, основная цель нашей рыбалки, ну, поставленная, по крайней мере, поимка трофейной рыбы, скорее всего, сегодня не сбудется. Хотя это повод еще раз попробовать, еще раз приехать. Но, тем не менее, удовольствие получено масса. Эксперименты с цветами, с формами приманок. Самое главное,
отдых на воде, прекрасная погода и прекрасная компания. К сожалению, все хорошее когда-либо заканчивается. Вот и подходит к концу наша рыбалка. 2 дня рядом с Тюменью на стыке зимы и весны. На мой взгляд, поездка была очень интересной. Феерический клев, как могло бы показаться, это во многом заслуга Максима и его досконального знания мест. Ведь буквально что-то ты делаешь не так, не по той глубине ловишь, неправильный угол проводки, или там перегруз или недогруз приманки, и сразу это сказывалось на результате. Как, допустим, в самом начале я был убежден, что цвет будет не важен, ловил на естественные окраски приманок, а Максим на кислотные, что ему позволило уйти в большой отрыв. Лишь поверив в кислоту, как я ее называю, удалось догнать товарища. Но в целом рыбалка потрясающая. Хотя, я еще раз повторюсь, реально сложная, потому что с утра приличный мороз, плюс нужно хорошо ориентироваться на реке, заметьте, без эхолота. Глубины здесь не маленькие. Максим, ну, я надеюсь, что мы в традицию введем такие поездки и еще вместе порыбачим на реках Тюменской области. Обязательно. И твой трофей тебя ждет. Да, как раз повод вернуться, потому что трофейная щука, которой здесь много, пока что не далась. Друзья, всем удачных рыбалок и до новых встреч. Пока.